Всем привет! Скоро весна. Скоро повытягиваем свои мотоблоки на улицу. И сегодня будет крайне полезное видео для владельцев двигателей типа 178F воздушного охлаждения. А именно о том, почему постоянно закоксовывает форсунку. Почему она всегда черная, почему ее постоянно надо чистить от нагара. Почему ее надо постоянно чистить от нагара, почему нагар появляется на стенках цилиндра, на головке блока и что с этим делать. Видео о том, как на этом моторе клинили форсунки и заводская, и новая, купленная из запчастей, и как клинили новые распылители, было. Можно посмотреть. Видео о том, как работает мотор с клинившей форсункой и пускает сизый дым, тоже было. Тоже можно посмотреть. Мотоблоков с такой проблемой много. Как эта проблема решается? Где скрыта эта проблема и как ее решить? Вот сегодня показываю, как я ее решил на этом мотоблоке. И мне это удалось. Берем эту неблагополучную форсунку, никудышнюю. Открутим гайку. Под гайкой увидим распылитель. Красивый, блестящий. И уже, конечно, не рабочий. Вот. Заклинивший распылитель. Игла не вытягивается. Все чудесно. Все хорошо. Отложим его пока в сторону. Чудеснейший этот распылитель. Снимем проставку, на которой я поменял уже штифты, потому что здесь стояла какая-то вообще невменяемая проволока. Поставил я бошевские штифтики. Проставка имеет вот такую вот форму. Шайбочка с круглой дырочкой в середине. Здесь пружинка и грибочек. По-научному называется этот грибочек толкатель. И внутри остались регулировочные шайбы. Вот такие вот деталюшки. Эти деталюшки я уже в одном видео показывал. Корпус не интересует. Регулировочные прокладки не интересует, пружинка не интересует. Собственно, гайка распылителя тоже не интересует. Интересуют вот эти вот три детали. Толкатель, он же грибочек, проставка интересует и заклинивший распылитель, который почему-то клинит. Вот в системе этих трех деталей и зарыта та злополучная собака, которая не дает жить. И не давала жить этому мотору. Притом не давала жить с нового, с покупки из магазина он уже работать не хотел. Напомню, что форсунка на этом моторе работала 2-3 часа и заклинивала. Но чтобы понять, что к чему, надо разобрать похожего устройства форсунку, абсолютно беспроблемную. Это будет бошевская форсунка сегодня, с ней проблем не было. И сравнить внутренности этих двух форсунок. В общем, все очень похоже в этой форсунке. Распылитель, не заклинивший, хороший, рабочий, проставка и грибочек толкатель. Тоже три деталюшки из этой форсунки. Вот так вот. Три этих детали из плохой форсунки, три детали из хорошей форсунки. Где собака? Если мы вытянем иглу из рабочего распылителя хорошего, то видим, что она чистая, белая и красивая. А если вытянуть иглу из того уже не рабочего заклинившего распылителя, то на кончике иглы будет черный нагар. И это первый признак того, что распылитель клинил, он не закрывался. Значит, пришла ему беда. Ну и чтобы долго не мучить зрителя, который жаждет знаний и решения проблемы, сразу скажу, что проблема в проставке. Это проставка хорошей форсунки, бошевской, рабочей. Она выглядит так. Обращаю внимание, что у нее есть вот такое вот сложное углубление. Оно полностью соответствует, ну или почти полностью соответствует форме толкателя, грибочка. Вот какой формы грибочек, такой формы и то сверление. И грибочек чудесно в то сверление садится, как влитой. Вот так вот. Видно.
Раз и сел. И все красиво. И с этой стороны упирается хвостовик иглы, распылитель. Если возьмем иглу, хвостовичком ставим в отверстие, видно, как хвостовик располагается в этом углублении. Я буду называть его конусное сверление, мне так проще. Почему-то мне так нравится. Видно. Вот таким вот способом. Это очень важно. Хвостовик иглы не выступает за пределы этой проставки, за пределы толщины этой проставки. Сверху располагается толкатель, который давит на хвостовичок иглы. Но, как видно, он не зажимает проставку. Проставка не зажимается между распылителем, между иглой распылителя и грибком. Есть такой люфт типа зазор. И этот зазор очень и очень важен. Вот так это все располагается внутри форсунки. Но дальше на чертеже я это покажу более детально. Пока показываю, как должно быть. Вот так. Запомнили? Молодцы. Запомнили. Обязательно должен быть зазор. Возьмем больную на всю голову форсунку. Брак заводской, не иначе. Здесь в проставке такого сверления нет. Толщина проставки намного меньше. Нету конусного сверления. А сам толкатель или грибочек имеет такую вот вообще непонятную форму. Что это такое? Непонятно. Соответственно, в это отверстие этот грибочек никак по-человечески не входит. А если мы возьмем хвостовик иглы, вставим в проставочку, то видим, что хвостовик иглы тоже не очень-то намного выступает за пределы толщины проставки. И в этом вся проблема, господа. Проблема в том, что этот грибочек ложится своей плоскостью на металл проставки. И мы получаем большую беду. Конечно, сейчас мало кто понял, что я сказал, но дальше я все это нарисую, чтобы было понятно. Понять это сложно, я понимаю. Так, еще раз покажу отличия. Там сверление конусное есть, здесь нет. И так как грибочек ложится на плоскость металла, то вот в этом месте, где должна быть конусная выточка или сверление, как хотите, так и назовите. Еще раз покажу толщина, насколько меньше. И вот в этом месте видно такой блестящий поясок на проставке. Это отметина от того, что грибочек своим металлом ложится на металл проставки. И металл об металл трется, оставляет вот такой вот блестященький поясок. Итак, уяснили две вещи на данном этапе. Признаками того, что у вас точно такая проблема, является: первое. Кончик иглы распылителя закопченный в нагаре, и проставка имеет внутри отверстия вот такой вот блестящий поясочек. От того, что по нем терся грибочек. Грибочек стучал металлом об металл, набил красивый блестящий поясок. Вот это два признака того, что у вас бракованная форсунка, так же как и у меня. Почему так происходит? Вот сейчас пойдем к чертежам. Нашел я похожую форсунку с такой же проставкой. Вот ее чертеж. Здесь на чертеже чудесно видно, как работает толкатель, который грибочек в этой проставке. Видно, что форма выточки в проставке соответствует форме грибка. И грибок на конце имеет направляющую, которая движется по сверлению проставки. И эта направляющая не дает грибочку двигаться из стороны в сторону. То есть таким образом его центрирует. Обращаю ваше внимание на то, что распылитель есть не что иное, как запорный клапан. Он очень похож на тот клапан, который стоит у вас на бойлере
для горячей воды. Там тоже стоит предохранительный клапан, и при повышении давления в баке он открывается, стравливает лишнее давление и тут же закрывается. Точно так работает и распылитель.